Друзья, всем привет! Меня зовут Максим, вы на канале Moto Maximus, и сегодня у нас на обзоре армейский ЭРП под номером 6. Вы помните, что буквально недавно я поднял в своих обзорах тему индивидуальных рационов питания. В сезоне 2020 года очень сильно подсел на эту тему, признаюсь, она мне понравилась, но дело в том, что весь сезон 2020 года были разные путешествия, но во всех этих путешествиях у меня был индивидуальный рацион питания под номером 7. Но изучив интернет и почитав ваши комментарии к тому видео, мне стало безумно интересно разузнать все о всех остальных рационах питания с 1 по 6. Как я объяснял в том видео, индивидуальные рационы питания, они производятся для армии России и рассчитаны на 7 дней, соответственно, понедельник, вторник, среда и до воскресенья. Я решил найти все остальные ИРП, и как вы думаете, где я их нашел? Ну, конечно же, на моем любимом сайте AliExpress. А дело в том, что на сайте AliExpress торгуют не только китайские производители, но, как выяснилось, еще и российские. Так вот, на сайте AliExpress я нашел замечательный магазин Резерв 116. Ссылочку на него и на, собственно, продукты ИРП я, конечно же, оставлю в описании к этому видео. Так вот, я списался с ребятами, у них есть все ИРП всегда в наличии с 1 по 7. Объяснил им ситуацию, что мне очень хочется изучить все остальные ИРП, знаю 7, хочу изучить остальные, и они любезно согласились предоставить мне все недостающие ИРП на обзор. Но так как мы начали этот обзор с 7 ИРП, я предлагаю пойти нам в обратном порядке и каждый обзор мы будем рассматривать один ИРП минус. И если первый обзор у нас был 7 ИРП, то сегодня ИРП номер 6. Итак, друзья, что я успел еще узнать об ИРП за то время, пока я их искал? На 7 ИРП, который у меня был, на нем написано, что производителем этого ИРП является ПАО «Грязинский пищевой комбинат». А на этом ИРП, который мне прислали из магазина Резерв 116, изготовитель уже ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат». Дело в том, что для армии России несколько мясоперерабатывающих комбинатов производят такие индивидуальные рационы питания. И по сути, как я успел понять, они делают это по госзаказу, и внутри все идентично одинаково. Но единственное, что я успел заметить, это то, что немного разное качество упаковки. И то тетрапак, но это более глянцевое, это более матовое. Но про 7 ИРП, друзья, мы уже все знаем. Кто не знает, смотрите предыдущий обзор. А мы с вами переходим к 6 ИРП. Итак, все ИРП с 1 по 6 я уже попробовал. Соответственно, для вас я сохранил готовенькие новенькие ИРП для того, чтобы показать вам и распаковку, и все, что внутри лежит, чтобы вы не подумали, что я там что-то подкладываю. Распаковываем, смотрим, что внутри. Итак, друзья, 6 ИРП. Давайте смотреть, что у него внутри. Упаковка такая же тетрапак, такая же картонная коробка внутри. Вытаскиваем. Так плотненько набито. Аж вываливается. Так, в коробке ничего нету. Первое у нас сверху лежит, это 3 концентрата напитка ягодных растворимых. Напитки в принципе вкусные, но единственное немножечко расстраивает то, что в 7 ИРП были 3 разные вкуса, там вишня, яблоко и персик, если не ошибаюсь. То здесь все 3 напитка Любава, они все 3 одинаковые. Дальше идут уже знакомые нам по 7 ИРП 3 пластиковые ложки на 3 приема пищи, 1 пластиковый нож, как и в 7 ИРП. Портативный разогреватель с сухим горючим. Напомню, да, то, что в каких-то полевых условиях, если небольшую ямку выкопать, туда это поставить, конечно, мясную консерву разогреть можно, но я предпочитаю пользоваться своей стационарной газовой горелкой. Ну, это и удобнее, и разогревает лучше. Армейский шоколад с чаем и с кофе, очень вкусно. В этом ИРП у этого производителя он немножечко иначе выглядит. Если в 7 ИРП там у нас был шоколад черный офицерский, здесь он тоже плитка черного шоколада. Ну вот написано вот такой армейский шоколад, такой он очень стилизованный, выглядит классно. По вкусу в принципе похоже. Мое любимое повидло яблочное. Упаковка немножко отличается, но вкус такой же. Это прям вот... Не знаю, очень вкусно. Я обожаю с хлебцами, с чайком. Прям замечательно вечером заходит. Дальше у нас идут 3 упаковки сахар белый кристаллический. Сахара, напомню, тут насыпано прям так добренько. Наверное, 2 или 2,5 чайные ложки. Ну, в общем, на большую кружку чая это прям супер. Идут 3 влажные салфетки.
Вот они, 3 штуки. Фирма ProClean AF. Ну, их задача, по сути, вытереть руки. Упаковка немного другая, но их тоже 3. При каждом приеме пищи вы можете вытереть руки. Дальше идут 2 чая. Упаковка вот такая вот фирменная этого завода. Если в том РП у нас шел майский чай, здесь вот такие вот 2 пакетика чая. Жевательная резинка точно такая же, как и в 7 РП. Такая камуфляжная, в принципе вкусная. И давайте пойдем по консервам. Паштет печеночный, довольно-таки вкусная консерва, мне нравится, особенно с утра на завтрак идет прям на ура. Дальше идет рагу из овощей. Если в 7 РП у нас была икра заморская баклажанная, здесь рагу из овощей, ну довольно-таки вкусно, там овощи перетертые, в принципе очень вкусный продукт. Идет сыр плавленый, стерилизованный. В 7 РП такой тоже был, упаковка чуть отличается. Но мне показалось, что вот этот плавленый сыр, он немножечко понежнее, повкуснее. Ну, может быть, это мои какие-то ощущения личные. А дальше вот идут 3 консервы, на которые я хочу обратить внимание, потому что они все одинаковые. Ну, они немножечко отличаются размером, но вот этикетки на них одинаковые. И когда тебе очень хочется кушать, ты можешь случайно их перепутать. А дело в том, что одна консерва — это пюре из яблок натуральных. Я очень люблю эту вещь. Она сладкая, вкусная, прям с чаем отлично идет. А вторая такая же консерва — это шпик соленый консервированный, который вообще не люблю. Вы понимаете, да? Одинаковые консервы, поэтому, когда открываете, внимательно читайте. Случайно, чтобы не зачерпнуть ложкой шпика соленого и не попытаться съесть его вместе с чаем. По пюре яблочному все понятно. Это вкусная такая сладкая штука. Шпик консервированный, это по сути свиное сало. Я его не ем. Иногда его использую для разогрева какой-то пищи, чтобы она стала немножечко посочнее. Ну, это крайне редко. В основном я этой консервой вообще не пользуюсь. И третья консерва, такая же внешне на вид, но немножко меньшего размера. Это фарш колбасный любительский. Вот по этой консерве очень такие разные мнения. Вот я ее пробовал. Мне она, в принципе, понравилась. Мой товарищ попробовал. Говорит, невкусная, изжога от нее. Ну, тут, видать, на любителя. Меня она вполне устраивает. Дальше идет у нас мои любимые кофе растворимый, гранулированный, черный. И к ним идут сливочки. Это дело прям замечательно. С утра очень хорошо идет. Небольшая упаковочка перца молотого. Соль такая же. Ну, кстати, вот в этом РП соли прям тут так много насыпали. Добро. В том было совсем чуть-чуть. А в этом можно прям все посолить. Я люблю все соленое, поэтому для меня это хорошо. БАТ, биологически активная добавка, та поливитаминка, которая там была упакована в конвалютку, как обычная таблетка, здесь идет вот в такой вот металлизированной упаковке, но по составу то же самое, что и там. Идут, как и в прошлом РП, 4 упаковки армейских галет из муки первого сорта, из муки высшего сорта. Ну вот я их разделяю, знаете как, вот эти галеты, они вот ближе вообще к пониманию обычных галет, и мне они нравятся их вот с чем-то с пюре сладким или с повидлом яблочным, с чаем, вот они мне очень хорошо заходят. А эти больше мне напоминают, знаете, хлебцы или серый подсушенный хлеб. Их хорошо употреблять вот с мясными блюдами, с чем-то таким основным. Тут идут также спички, влаговетрозащищенные, с поджигом. Ну вот упаковочка такая более хлипкая, но в принципе их задача один раз поджечься и сгореть, поэтому вполне пригодные. Идут 3 бумажные белые салфетки. И идут также 3 таблетки Аквабриз. Напомню, эти таблетки, каждая из них может полностью обеззаразить литр воды. Соответственно, если у вас нету питьевой воды или вас смущает происхождение той воды, которая у вас есть, вы ее там откуда-то с родника набрали, соответственно, 1 таблетка на литр, все, у вас вода чистенькая, без всяких бактерий. И что мне нравится, что если в 7 РП эти таблетки были порезаны, вот такие 3 маленькие таблеточки, их надо было собирать, их не потерять, то здесь они 3 вместе вот так вот собраны, ты их точно не потеряешь, это удобно. Ну и подходим к самому интересному. 3 первых мясных блюда, сейчас я о них отдельно скажу. Ну и внутри также лежит номенклатурка, ярлык, вкладыш, кто упаковывал, что упаковывал, ну и, соответственно, весь состав этого РП. Итак, упаковка пуста, и у нас самое интересное, 3 первых блюда. Итак, начинаем. Каша гречневая с говядиной. Ну вот прям вкуснятина. Честно вам скажу, вот гречка с говядиной, это вообще в принципе, наверное, продукт сложно испортить. И тут он выполнен прям на ура. Разогреваешь, ешь,
очень вкусно. Мне прям зашло, прям нравится. Фрикадельки из говядины. Очень похожи на те же самые фрикадельки, которые были в 7-м ЭРП. Немного по вкусу отличаются. Те мне казались более перченые, эти менее перченые, но мне это даже больше нравится. Они идут в соусе, вполне вкусно, ничего добавлять не надо, консистенция уже довольно-таки жидкая, только разогреть и употреблять в пищу. И первое блюдо – это мясо с фасолью и овощами. Консистенция и вкус в принципе похожи на тот продукт, который был в 7-м ИРП. Он назывался мясо с морковью и овощами. Но этот мне понравился больше, потому что вот вкус фасоли, он придает какое-то разнообразие этому блюду. И я, если честно, вот за него голосую больше. Вот такой состав, друзья, 6-го ИРП. Немного отличается упаковка, я объяснил за счет чего, за счет производителя, но суть от этого сильно не меняется. Хочу сказать, что в остальных ИРП, по сути, вот этот набор будет практически неизменным, будут меняться только 3 основных блюда. Ну, по сути, это интересно, когда у тебя каждый день блюдо немножко отличается. Но я уже проанализировал все ИРП с 1 по 7 и хочу сказать, что в некоторых ИРП, в некоторых днях недели, некоторые блюда все-таки повторяются. Поэтому, наверное, когда мы рассмотрим все ИРП с 1 по 7, мы подведем какой-то итог, и уже у нас будет понимание, какой кому ИРП подходит. Потому что, признаюсь честно, я для себя уже 2-3 моих любимых ИРП определил, те, которые я буду в дальнейшем закупать и возить с собой. Но, повторюсь, все они пригодны и, в принципе, все они вкусные. Поэтому, друзья, предлагаю подытожить наш небольшой обзор. Теперь вы знаете, что в 6-м ИРП, скоро узнаете, что в 5-м, в 4-м и в остальных. Ну и в итоге, друзья, от себя желаю: питайтесь правильно, путешествуйте и всем добра!